Россия штурмует позиции ВСУ на юге Украины. В Лондоне говорят о спецтрибунале для Путина, а между Россией и Абхазией нарастает напряжение. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Месяц назад Украина начала наступление в Курской области. Где Кадыров и Алаудинов и о чем говорит Зеленський? Далі ми показуємо, що будь-яка їх територія не в безпеці. После паузы и затишья штурмы. Армия РФ увеличивает интенсивность боев на юге Украины. Белорусские силовики и пропагандисты глумятся над гражданином Японии. В Минске утверждают, что задержали самурая особого назначения. Как реагирует Токио? Поэтому я не буду комментировать эти подробности. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. В Великобритании хотят ускорить процесс создания спецтрибунала для суда над Россией и Путиным. Об этом пишет The Guardian. Лорд-канцлер Великобритании, который выполняет функции министра юстиции, говорит, что процессу, который длится уже 2 года, не хватает дополнительной энергии. По словам Шабаны Махмуд, сейчас процесс несколько заторможен из-за споров о том, какая именно организация должна создать этот трибунал. Кроме того, существует еще и опасения США. Если трибунал лишит иммунитета российскую верхушку, то это может стать угрозой для судебного преследования и западных лидеров, пишет The Guardian. Тем не менее, новое правительство лейбористской партии имеет свой план. Мы хотим дать импульс процессу, потому что он длится слишком долго. Мы хотим продумать все очень тщательно, но оперативно, чтобы найти наилучший механизм для создания специального трибунала. Авторы издания также пишут, что это первый случай, когда правительство лейбористской партии поднимает вопрос о суде над Путиным. В то же время бывший лидер этой же партии и бывший премьер-министр Великобритании рассказал, как изменился Путин за последнее десятилетие. Но тот Путин, с которым я впервые столкнулся, тогда был членом G7. То есть в то время это было G8. Мы приглашали Россию на конференции НАТО. Это была совсем другая ситуация по сравнению с тем, каким Путин стал позже. Может быть, он всегда был таким, и мы этого не замечали. Но я так не думаю. Я считаю, что он изменился со временем, а затем изменился совсем в последние годы. Потому что Путин, которого я знал, никогда бы не совершил такой глупости с Украиной. Он понимал, что нет никакого шанса вторгнуться в соседнюю страну, свергнуть ее демократически избранного президента и превратить ее в вассальное государство России. А что вы думаете о таких изменениях Путина? Напишите, пожалуйста, об этом в наших комментариях. Российские потери на фронте за август достигли новых показателей и, вероятно, связаны с Курской операцией ВСУ. В Лондоне со ссылкой на украинский генштаб сообщают, что среднесуточные потери армии РФ в августе убитыми и ранеными составили 1180 человек в день. Помимо этого, такие потери связаны еще и с ситуацией на Покровском направлении, где Россия продолжает продвигаться вперед. Российское давление по всей линии фронта, вероятно, сохранится в следующем месяце. Но ограниченные возможности России, скорее всего, снизит ее способность превращать любые тактические успехи в более значимые оперативные достижения. По прогнозам, уровень потерь армии России в сентябре останется на уровне выше 1000 человек в день. Это связано с тем, что РФ продолжает проводить операции на широком фронте. От Курска на севере до села Работино на юге. Россия возобновила штурмы позиций ВСУ на юге Украины. Произошло это после затишья, которое длилось несколько недель. В Киеве говорят, что в день армия РФ проводит до 11 штурмов, в частности и в районе населенного пункта Работино. Атакуют малыми пехотными группами, говорят ВСУ. Тем временем штурмов в Харьковской области нет, но россияне обстреливают украинское приграничье. Из-за прилетов и дальнейшего возгорания в Изюмском районе Харьковской области выгорело целое село. При этом оккупанты обстреливают и работников спасательной служби. Противник також воює, він проти них задіє також і FPV-дрони, і подекуди проводить обстріли цих пожежних автомобілів.
Це, звичайно, певною мірою може ускладнювати в окремих випадках і логістику, тому що залучається дуже велика кількість транспорту для того, щоб і евакуйовувати місцевих мешканців, і для того, щоб спрямовувати туди пожежну технику для ликвидации пожар. Украина уже месяц контролирует 100 населенных пунктов Курской области. 6 августа ВСУ начали свою операцию в российском приграничье. За это время под украинский контроль перешла 1000 квадратных километров территории России. Зеленский считает это важный сигнал для всех граждан РФ. Кроме того, он заявил, что Украина взяла в плен более 600 российских военных. Среди них и кадыровцы. Кстати, Кадыров и Алаудинов обещали, что все закончится за 2-3 дня. І ми на сьогодні тримаємо саме ту частину, яку ми хотіли тримати. Це така буферна зона, але не у нас, а на їх території. Ми показуємо їх суспільству, що це не іграшки. 1, 2, 3 дні, як вони сказали, 1, 2, 3 дні, і ми виб'ємо Україну з нашої території. Не вдалося. Ми показуємо це. Далі ми показуємо, що будь-яка їх територія не в безпеці. Якщо вони принесли до нас війну, ми будемо повертати війну на їх території. Також, як я вам сказав, ми все ж таки взяли обмінний фонд, і військові для нас важливі. Їх цивільних ніхто не чіпав, бо ми не мародери і не вбивці, як росіяни, які приходили до нас і вбивали цивільних, і брали в полон, знущались. Нам не потрібні їх цивільні, вони живуть там, де вони жили. В Украине теперь новый министр иностранных дел. Вместо Дмитрия Кулебы, который возглавлял ведомство последние 4 года, новым главой МИДа стал Андрей Сибига. Это кадровый дипломат, пишут украинские СМИ, который работает в системе Министерства иностранных дел последние 27 лет. В свое время занимал должность посла Украины в Турции. При этом западная пресса называет свои версии того, что же послужило отправить в отставку Кулебу. По данным The Telegraph, Кулеба не смог добиться разрешения для Украины наносить удары дальнобойными западными ракетами по территории России. Политика пишет также о напряженных отношениях Кулебы с другими членами команды Зеленского. Тем временем на кадровые ротации в украинском правительстве уже отреагировали в ЕС. В частности, в Европейской комиссии надеются, что после всех принятых изменений между Киевом и Брюсселем останется хорошее и тесное сотрудничество. Тем временем глава российского МИДа Лавров жив, здоров и решил рассказать, почему Россия теперь будет продавать оккупированной ею Абхазии электроэнергию по рыночным ценам и почему сократила ряд соцвыплат. Я не называл бы это обострением, это вот возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили, это выполнение достигнутых договоренностей. Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы, по-моему, в парламентах, у каждой стороны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств. Напомню, ранее так называемый глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба заявил, что Москва прекратила финансово помогать им из-за того, что Сухум не выполнил определенные обязательства. В частности, опять же, по данным СМИ Абхазии, вероятно, речь идет о том, что Сухум не ратифицировал соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений, не снял ограничения для россиян на покупку недвижимости в Абхазии, а также не обеспечил вступление в силу соглашения о реализации юрлицами инвестиционных проектов, также на территории самопровозглашенной республики. В Японии подтвердили информацию о задержании их гражданина силовиками Лукашенко на территории Беларуси. В японском диппредставительстве говорят, что уже провели консульский визит к задержанному и оказывают ему посильную поддержку. Также уверяют, что у него нет проблем со здоровьем. Что касается этого дела, подробности о причине его задержания, обстоятельствах, которые привели к задержанию и установлению личности, является частью продолжавшегося расследования, которое проводится местной властью и включает личную информацию. Поэтому я не буду комментировать эти подробности. Правительство продолжает оказывать максимальную поддержку.
Напомню, что белорусские пропагандисты и силовики Лукашенко утверждают, что задержанный иностранец – это сотрудник японских спецслужб, который якобы занимался сбором информации и шпионажем. В своих пропагандистских передачах они называют гражданина Японии самураем особого назначения, который действовал в Гомеле, и окрестили его задержание провалом самурая из Токио. Напомню, совсем недавно в Беларуси был задержан, а после и приговорен к смертной казни немец Рика Кригер. Его же пропагандисты прозвали немецким террористом, который якобы работал в интересах Украины. Кригер остался жив и вернулся на родину в рамках масштабного обмена политзаключенными. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии мы каждый день показываем на нашем экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо», отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Также не забывайте пользоваться VPN, если вы находитесь на территории России. Инструкция по пользованию находится также в описании. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.